Она оставила свою маленькую дочь с дедушкой всего на 1 день. Когда девочка рассказала, что дедушка с ней сделал, ее мать пришла в ужас и немедленно позвонила в полицию. Был пасмурный день, и дул легкий ветерок, когда Каролина и ее маленькая дочь Моника, держась за руки, шли к дому Генри. Девочка с любопытством посмотрела на железные ворота, которые окружали территорию. Мать, заметив опасения дочери, решила завести разговор, чтобы успокоить ее. «Моника, дорогая, я просто оставлю тебя с дедушкой Генри на несколько часов, хорошо? Мне нужно уладить дела по работе, и я скоро вернусь». «Всё в порядке, мама. Просто я никогда раньше не оставалась с дедушкой», — сказала маленькая девочка, опустив глаза. «Я знаю, любовь моя. Но помнишь, я говорила тебе, что он отец твоего папы. Хотя мы и не проводим с ним много времени с тех пор, как папа умер, он по-прежнему наша семья, единственная, которая у нас есть», — объяснила женщина. Моника посмотрела на маму и кивнула, пытаясь проявить мужество перед лицом нового опыта. С улыбкой на лице мама обняла маленькую девочку, поцеловала ее в лоб и позвонила в дверь. Когда мужчина открыл дверь, Каролина была удивлена его потрепанным видом и хмурым выражением лица, хотя он и пытался изобразить застенчивую улыбку. И, взглянув на свою внучку, он сказал: «Привет, Моника. Я с нетерпением ждал возможности провести с тобой время. Сегодня нам будет очень весело. Я обещаю». Маленькая девочка застенчиво улыбнулась и попрощалась с мамой, входя в дом своего дедушки. Каролина помахала дочери, пытаясь скрыть свое беспокойство, и отошла, возвращаясь к машине. Но ее сердце болело, так как она никогда не разлучалась с дочерью ни на минуту. Молодая мать была сильной и решительной женщиной с историей жизни, полной испытаний и преодолений. Выросшая в детском доме, она всегда ценила важность семьи и верила в силу любви, способную изменить жизнь. Женщина постоянно испытывала финансовые трудности и работала неполный рабочий день, чтобы прокормить себя. В возрасте 24 лет она встретила Карла, преданного своему делу и заботливого молодого механика. Эти двое безумно полюбили друг друга и вскоре поженились, ожидая появления на свет их первенца — Моники. Однако в жизни Каролины произошел большой перелом, когда через несколько месяцев после рождения ребенка ее муж трагически погиб в результате аварии. С тех пор молодая женщина полностью посвятила себя воспитанию и образованию Моники, играя роль матери и отца одновременно. Время шло, и они были неразлучны, вместе сталкиваясь с жизненными трудностями и поддерживая друг друга. Эта трагедия еще больше укрепила связь между матерью и дочерью, сделав их настоящими лучшими подругами. Мистер Генри, отец Карла, был одиноким и загадочным человеком, который жил недалеко от города. После смерти сына он еще больше замкнулся в себе, избегая контактов со своей невесткой и внучкой. В первые годы после смерти мужа Каролина пыталась поддерживать связь со своим свекром, но попытки сблизиться, казалось, всегда наталкивались на боль и горе, которые разделяли оба. Поэтому со временем визиты становились все более редкими, пока связь между ними практически не прервалась. И сейчас молодой женщине было не очень удобно оставлять с ним свою дочь, но ей срочно нужно было искать работу, и, наконец-то, ей удалось договориться о собеседовании на постоянную работу. Поскольку ей не с кем было оставить дочь, ей пришлось смириться с тем, что дедушка был единственным, кто мог позаботиться о малышке в течение нескольких часов. В доме мистера Генри, как только Моника села на диван, по ее маленькому телу пробежала дрожь. Это место было странным, мрачным и безжизненным. Девочка, которой было всего 6 лет, чувствовала себя испуганной и загнанной в угол. Генри, пристально глядя на свою внучку, говорил с широко раскрытыми глазами и слегка натянутой улыбкой. «Не волнуйся, моя дорогая. Я знаю, что мой дом может немного отличаться от того, к которому ты привыкла, но я обещаю, что в нем полно интересных уголков. Например, хочешь увидеть мою особенную комнату?» — сказал мужчина, беря девочку за руку и уводя ее в другую комнату. Моника попыталась отказаться, сказав, что ей удобно в гостиной, но мужчина продолжал вести ее по коридору и настаивал своим жутким голосом: «Давай, малышка, повеселимся».
Тем временем Каролина спешила по улицам с тяжелым сердцем из-за того, что оставила свою маленькую девочку с дедушкой, которого она даже не очень хорошо знала. Она прибыла на место собеседования, которое представляло собой небольшой ресторан с теплой и располагающей атмосферой. Она сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки и сосредоточиться на предстоящей важной задаче. При входе в заведение девушку приветствовал менеджер, мужчина средних лет с дружелюбной улыбкой и профессиональной осанкой. «Доброе утро. Вы, должно быть, Каролина. Мы вас ждали. Пожалуйста, пройдемте со мной», — сказал он. Собеседование началось с вопросов о ее навыках и прошлом опыте, но бедной женщине было трудно сосредоточиться на ответах. Ее руки слегка дрожали, и она запиналась на словах, не в силах скрыть охватившую ее неуверенность за состояние дочери. Когда собеседование закончилось, молодая женщина поблагодарила менеджера и покинула ресторан. Она не была уверена, что справилась с ответами достаточно хорошо, чтобы получить работу. Однако она знала, что ей нужно вернуться к своей маленькой дочери с гарантированной работой. Итак, полная решимости найти работу, ее мать провела остаток дня, гуляя по городу, раздавая резюме и подыскивая другие возможности. Когда в городе начали зажигаться огни, молодая женщина решила, что пришло время вернуться в дом Генри и забрать свою маленькую девочку. Однако обратный путь в дом свекра был долгим и мучительным. Каролина чувствовала, как тяжесть тревоги и неуверенности ложится на ее плечи. Она как будто знала, что что-то не так. В этот самый момент Генри и Моника выходили из секретной комнаты, где они провели вместе весь день. Он наклонился, глядя Монике прямо в глаза, и заговорил с загадочной улыбкой. «Это наш маленький секрет, хорошо? Ты не должна никому об этом рассказывать». В этот момент в дверь постучала мать, которая изо всех сил старалась сдержать волнение. Она с нетерпением ждала возможности снова увидеть свою маленькую девочку и узнать, как прошел ее день. Затем дверь открыл пожилой мужчина, и она увидела, как малышка в гостиной собирает свой рюкзак. Что-то в атмосфере дома, казалось, изменилось, и женщина почувствовала некоторое замешательство, когда поняла, что с ее дочерью все в порядке. Когда девочка направилась к двери, Генри попрощался с Моникой, тихо прошептав ей на ухо. Маленькая девочка кивнула, и дедушка отошел, позволив матери и дочери воссоединиться. Каролина наблюдала за их обменом словами и жестами с растущим беспокойством. Она не знала точно, что произошло за время ее отсутствия, но атмосфера таинственности и настойчивое требование мужчины, чтобы маленькая девочка никому не рассказывала, заставляли Каролину чувствовать себя неуверенно и неуютно. Затем молодая женщина улыбнулась свекру, пытаясь скрыть свое огорчение, и сказала: «Спасибо, что позаботились о ней сегодня. Это была большая помощь». Мистер Генри улыбнулся в ответ и, глядя прямо на маленькую девочку, ответил: «Ничего страшного. Ты можешь приводить ее, когда захочешь». От взгляда, которым он одарил девочку, у Каролины по спине пробежали мурашки. Они попрощались и сели в машину, направляясь домой. Однако по дороге мать попыталась завязать разговор со своей дочерью. Ей было любопытно узнать, что произошло днем. Маленькая девочка на мгновение заколебалась, избегая взгляда матери, и ответила: «Мы немного поиграли». «Во что играли?» — настаивала Каролина, чувствуя, что Моника чего-то не хочет рассказывать. Маленькая девочка нервно прикусила губу и произнесла фразу, от которой сердце бедной женщины учащенно забилось. «Он показал мне некоторые вещи, которые причиняли боль». Лицо Каролины побледнело, и она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Затем, несмотря на внутреннюю дрожь, она осторожно спросила: «Что ты подразумеваешь под тем, что причиняет боль, Моника?» «Я не могу сказать, мамочка», — сказала девочка и уставилась в окно. Мать пыталась скрыть свою панику и умоляла: «Моника, ты должна рассказать мне все». «Он заставил меня кое-что поднять», — сказала девочка. Теперь мама была в шоке. «Ты можешь рассказать мне все, что угодно, любовь моя. Что у тебя случилось?» «Мне это не понравилось, мам. Я была напугана. Но он был рядом со мной и сказал, что это просто для того, чтобы я увидела, каково это», — сказала Моника.
Каролина почувствовала, как сжалось ее сердце, и на глаза навернулись слезы. «И что еще случилось, дорогая? Пожалуйста, расскажи мне», — умоляла женщина. Девочка покачала головой, на ее глазах выступили слезы, и она ответила: «Я не могу, мама. Он сказал, что это наш секрет, и я не могу никому рассказать. Я обещала, мама». Услышав такие слова, бедная мать больше не могла сдерживать отчаяние, которое росло в ней. Как только они вернулись домой, женщина подняла трубку и позвонила в полицию. Итак, после того, как сообщение стало официальным, Каролина, следуя инструкциям полиции, встретилась с офицерами. Получив конкретные указания, мать позвонила старику и сказала, что ей нужно снова оставить с ним дочь на несколько часов. Он согласился, причем таким зловещим голосом, что мать чуть не расплакалась. И они отправились к нему домой. Она попыталась скрыть свою нервозность, передавая Монику дедушке, делая вид, что все в порядке, а затем ушла. Однако, как только она вышла из дома и мужчина закрыл дверь, офицеры начали прослушивать звук со скрытого микрофона в кофточке маленькой девочки. Сердце Каролины бешено колотилось из-за того, что она оставила свою девочку наедине с этим мужчиной, но полиция заверила ее, что с ней ничего не случится. Малышка могла послужить лишь приманкой, чтобы поймать его на месте преступления. Итак, они слушали разговор этих двоих, и все казалось нормальным до того момента, пока мужчина не сказал то, что заставило мать чуть не упасть в обморок. Она начала кричать и умолять офицеров спасти ее дочь от этого чудовища. Команда полиции действовала незамедлительно, ворвавшись в дом в поисках дедушки и внучки. Каролина отправилась с ними, встревоженная и боящаяся того, что она может обнаружить. Они вошли в дом осторожно и тихо, чтобы не напугать возможного преступника, и последовали на звук голосов в закрытую комнату. «Держи это, Моника». «Да, именно так», — сказал мужчина. Именно в этот момент офицеры взломали дверь, и все были потрясены увиденным. Вместо мрачного и убогого сценария они обнаружили хорошо освещенную механическую лабораторию с разбросанными по полу различными инструментами. В центре комнаты старик и маленькая девочка вместе работали над небольшим механическим изобретением. Мистер Генри испуганно спросил: «Что случилось?» Но никто не понимал, что происходит. Полицейские удивленно переглянулись и стали расспрашивать его. Дедушка, очень смущенный, сказал: «Мы работаем над моим небольшим проектом. Но как насчет вас? Что вы делаете в моем доме? Каролина, это ты?» Именно тогда он увидел женщину за спинами офицеров. Мать, испытывая глубокое облегчение, не знала, что сказать своему свекру. Затем офицеры, заметив удивленное выражение лица женщины, не желая ставить ее в неловкое положение, просто сказали, что получили анонимное сообщение и что они просто проверяют его. «Анонимное сообщение? О чем? Я всего лишь обучаю свою внучку», — сказал дедушка. Каролина, все еще с учащенно бьющимся сердцем, посмотрела на Монику и спросила: «Это правда, доченька?» Маленькая девочка кивнула головой и сказала: «Да, мама, я помогаю дедушке делать роботу». «Но ты сказала, что это секрет», — смущенно ответила мать. «Дедушка сказал, что это секрет, потому что думал, что тебе не понравится, если я буду возиться с инструментами. Они причиняют боль, но дедушка всегда рядом и помогает мне не порезаться». Оказывается, Генри на самом деле был талантливым изобретателем и страстно увлекался механикой и робототехникой. Он научил своего сына Карла всему, что знал сам, и они оба разделяли глубокую любовь к своим творениям и открытиям. Когда Карл скончался, старик был безутешен и с тех пор посвятил себя чтению памяти своего сына, работая над завершением изобретения, которое они разработали вместе. Все присутствующие в зале поняли, что произошло огромное недоразумение. Каролина подошла к свекру со слезами на глазах и извинилась за то, что сомневалась в нем. Он обнял ее и сказал, что понимает ее страхи и озабоченности. С того дня мать и дочь стали чаще навещать своего дедушку, узнавая об его увлечениях и разделяя драгоценные семейные моменты. Отношения между ними укрепились, и Каролина стала воспринимать его как отца и эмоциональную поддержку в своей жизни. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Каролины?
после рассказа дочери? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.